вообще, такая самая моя дурацкая плохая привычка — это кусать губы. Я ненавижу себя за это. Я все время кусаю губы, и они от этого трескаются, и я использую миллион гигиенических помад все время в связи с этим. Меня это так раздражает, но я уже могу что-то отделаться от этой моей вредной привычки. Вот есть такое слово в английском языке overthinking. И вот, мне кажется, это моя самая, на самом деле, вредная привычка. Это привычка похлеще моих губ. То, что, да, я слишком много иногда заморачиваюсь над какими-то вещами, когда надо бы просто подзабить и просто жить и посмотреть, что будет дальше. Ну, и я выпиваю еще. Это правда. Я вспоминаю иногда, я не знаю, сколько мне было лет, но мы тогда еще жили в нашей старой квартире в Москве, и тогда еще у нас не было там ремонта, такая была старая-старая, и у нас там было черное пианино, стояло в гостиной. И я вспоминаю, вот как я что-то хожу по этой квартире, и прям вот это пианино, оно мне так ясно видится, как я около этого пианино, то ли я сижу, то ли я мимо хожу него все время. Хотя это вот странно, что у нас никто в семье не играет на пианино, кроме бабушки. Бабушка никогда с нами не жила. Я вообще не понимаю, откуда у нас это было пианино дома так долго. Но вот почему-то это пианино, мне кажется, это одно из моих ранних воспоминаний детства. Раньше я так не очень любила, как я выгляжу, а сейчас уже люблю. Очень сложно ответить на этот вопрос, если честно. Потому что, как я могу сказать, как я выгляжу? Ну, я высокая, ну такая, не слишком высокая, средневысокая. У меня такие глаза рыбьи. Узкий нос. Я не знаю, у меня такие щеки, как у хомяка. Не знаю, я люблю себя, уж какая есть. Такая я, рыбьи глаза, узкий нос. Мне кажется, смысл жизни — это прожить свою жизнь счастливой. Просто мне кажется, конечно, можно загнуть какую-то тему такую, то что типа там, надо спасать мир, надо там помогать людям, но мне кажется, каждый должен начинать с себя. И поэтому, если ты работаешь над собой, ты сам счастливый, то это и для всех будет вокруг хорошо. Это умение видеть всегда хорошее вокруг себя и быть счастливым в этом моменте, несмотря на то, достиг ты своих поставленных задач или нет. Смысл жизни. Завышенная или заниженная самооценка. Лучше всего адекватная самооценка. Лучше всего любить себя, и люди к тебе потянутся. Самое ужасное, на самом деле, это недооценивать себя, мне кажется, и лимитировать себя в чем-то. И думать, что да, я недостаточно хорош, или там хороша, я недостаточно это, я недостаточно то. Так что если так думать, то тогда, наверное, завышенное лучше, потому что ты себя, наверное, от этого чувствуешь как-то более уверенно по жизни. Хотя, может, ты и не нравишься другим людям, но зато тебе, наверное, как бы ок. Но вообще, отвечая на этот вопрос, лучше всего адекватно. Не уверена в чем? Не уверена чаще всего в себе, наверное, как все. Приятнее всего на свете. Мне кажется, это когда ты очень сильно по кому-то скучаешь, а потом вы встречаетесь с этим человеком. Это так приятно. Страшнее всего, кроме того, что кроме как скучать по кому-то, страшнее всего на свете, это, наверное, осуждение. Я вообще ненавижу выбирать. Это ужасно. Это моя проблема номер один. Да, наверное, на данный момент мои такие самые свежие, хорошие воспоминания, они с Тайваня. И сейчас я закрыла глаза, и я вспомнила, как это был последний вечер в Тайбэе. И мы пошли
Elephant Mountain, это такое место в Тайбэе, откуда видно весь город. Мы пошли туда встретить закат, было дико жарко, это было ужасно. Но при этом я помню, я там стояла, и я знала то, что на следующий день мне уже надо улетать, и я просто думала о том, насколько я вообще счастливый человек, то, что у меня есть возможности путешествовать, пожить в разных местах, то, что я была настолько в тот момент благодарна вообще за все, за то, каких я потрясающих людей встречаю. И я была счастлива от того, что я была там, и в то же самое время мне уже надо было уезжать, и я была счастлива от того, что скоро я увижу там своих любимых людей там, в Москве, потом в Праге. И я просто думала о том, насколько мне реально просто повезло. И вот в тот момент, да, я прям была очень благодарна за то, кто я и где я, и что я. Да, я счастливый человек.